Рассмотрим в этом видео компонент NavLink. Я за кадром визуально оформил панель с навигацией. Так это выглядит. В коде добавил файл index.css, в котором добавил цвет активных элементов и цвет заднего фона панели навигации. И прописал глобальные стили. В index.js подключил файл index.css. Добавил файл app.css, где прописал селектор navigation. Подключил app.css в файле app.js. В компоненте layout для тега nav, ul и li добавил соответствующие классы navigation, navigation list и navigation list item. На этом все. Вернемся в браузер. Мы хотим видеть активную ссылку на той странице, на которой мы находимся. Для этого импортируем из библиотеки React Router DOM компонент NavLink. В навигации везде заменим link на NavLink. Давайте перейдем в браузер, посмотрим. И мы видим, что добавился автоматический класс Active. Давайте его застилизуем. У нас будет цвет активный, курсор по умолчанию, и уберем подчеркивание. Сохраним. Посмотрим. Видите, какая штука. У нас Home постоянно горит. Перейдем в app.js и добавим здесь end. Prop end. И теперь у нас работает так, как мы ожидаем. Компонент NavLink отличается от link тем, что у него есть props active class name. В качестве значения он принимает селектор CSS класса. Указанный в active class name CSS класс будет добавлен к тому элементу NavLink, маршрут которого совпадает с текущим URL в браузере. Так вы сможете применять собственные стили к ссылкам для текущей активной страницы. Это полезно в панели навигации, поскольку помогает пользователю проследить его текущее местоположение в приложении. То есть давайте еще раз здесь посмотрим. Видите, класс Active добавился, а здесь его нету. Если сюда переходим, теперь сюда класс Active автоматически добавляется. Вот так NavLink работает. Следующая задача. Мы хотим, чтобы добавлялся не класс Active, а класс с нужным нам названием. Как это сделать? NavLink, prop class name. Передаем функцию. Из объекта сразу делаем деструктуризацию и достаем ключ из Active, который проверяет, активна наша ссылка или нет. А дальше, используя тернарный оператор, определим нужный нам класс. Если true, то будет
active class name. Если false, то будет active link class name. Иначе link class name. Классы запишем в соответствующие переменные. Переменная ActiveLink className будет соответствовать класс ActiveLink. Переменной link className будет соответствовать класс defaultLink. Добавили класс name для других компонентов link. Проверим, как это работает. Мы для классов не прописали стили. Давайте пропишем. В CSS default link я за кадром набрал, чтобы сэкономить наше время. И все отлично работает. Посмотрим, что у нас здесь. Вместо класса Active, который раньше добавлялся, теперь у нас Active Link. А у других ссылок класс по умолчанию идет Default Link. То есть все работает как и раньше, только с другим именем класса. Здесь мы как бы копируем, и здесь то же самое, и здесь то же самое. Все это выглядит громоздко, поэтому мы можем с вами создать функцию. Это ActiveLink. И далее этот setActive будем передавать сюда. Аналогично для других navlink сделаем. Сохраним и проверим. Все по-прежнему работает. А код стал более лаконичным.